А теперь еще одна история спасения, которая еще неизвестно, чем закончится. Жители Анадыря не дали погибнуть американцу, которого летом на крошечной парусной лодке прибило к берегам Чукотки. Несколько месяцев гостя кормили и лечили, а теперь не знают, что с ним делать. Ольга Князева пыталась разобраться. По Синему морю к китайской земле плывет он на белом своем корабле. Точнее, маленькой парусной лодке с веслами. Так обычный американец Джон Мартин добирался из родной Аляски в Поднебесную, а приплыл в Россию. Ради жены и сына, которые живут в Китае, я сел в лодку и поплыл из Аляски в Китай. Но ветер пригнал меня к берегам Чукотки. Я до сих пор в шоке. Иностранец объясняет, иначе путешествовать не может, паспорта нет. Но чем больше Джон говорит, тем меньше понятно. И дело не в трудностях перевода, а в трудной судьбе. Об этой судьбе он даже пишет книгу. Как 13 лет назад развелся, оставил бывшую жену и 3 дочерей в Америке. Сам уехал в Китай. А там и новая жена, и долгожданный сын. И все бы хорошо, но настигли последствия развода по-американски. Сотрудница американского консульства сделала из моего паспорта решето, аннулировала мой паспорт, получается, и объяснила, что такой приказ поступил из организации по защите прав детей из-за того, что я не плачу алименты своей бывшей семье. Долг оказался огромным. Его тут же депортировали из Китая на Аляску. И паспорта не видать, пока долг не погасит. И китайскую жену к себе не переселить. Она же теперь жена должника. Тогда он и придумал план и назвал его «Путь любви». От родного Анкориджа, что на юге Аляски, до реки Юкон. Далее по реке уже на лодке до Берингового моря. Через Берингово в Восточно-Китайское. И встречай жена. Но что-то пошло не так. Когда я был близко от российских берегов, ветер усилился. Вы знаете, я не испугался и решил обратно лодку не разворачивать. Судьбоносный ветер, а может ветер перемен, размышляет американец, прогуливаясь по столице Чукотки. К нему уже привыкли и прихожане Свято-Троицкого кафедрального собора, куда он ходит каждое утро. И в больнице к нему привыкли. Не психиатрической, не подумайте. Я сначала простудился. У берегов Чукотки меня буквально выбросило на берег, и я был весь мокрый. Но мне повезло, местные жители меня взяли в свой дом, согрели, накормили. Он живет здесь с начала августа. Что с ним делать, пока никто не знает. Обвинение в незаконном пересечении границы с последующей депортацией в США не его случай. Это же Джон не специально, просто ветер в море дул. На самолете не улететь, опять же паспорта нет. Денег, кстати, тоже нет. Ну, мама, если честно, пытается выслать мне деньги, но как я их получу, ведь у меня нет паспорта. А с собой я взял всего $20. Мама ищет способ отправить его домой. Генконсульство США во Владивостоке тоже ищет. Журналисты американского телевидения и те ищут. Вот берут у него интервью по скайпу. Не ищет дорогу домой в Америку только сам 46-летний Джон. Не очень-то и хотелось. В России он создал сайт, где собирает со всех неравнодушных деньги. На что? На выплату алиментов. Ну или хотя бы на новую лодку. Ольга Князева, Екатерина Белова и Николай Королев. Первый канал.